Манчестер Юнайтед без Еврокубков. Дэвис в Реале. Роналду и Месси снова на одном поле. Сложности в Челси. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Интер Майами объявил о том, что проведет предсезонные матчи в Саудовской Аравии. Там команда сыграет 2 матча. 29 января с Аль-Хилялем, а 1 февраля проведет матч с Аль-Насром. Тем самым предсезонка может подарить нам еще один матч с участием Роналду и Месси. Чтобы осуществить приобретение Виктора Осимхена, лондонскому Челси придется пересмотреть структуру заработных плат игроков. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу. По информации источника, чтобы убедить Осимхена или Айвена Тоуни перебраться на Стэмфорд-Бридж, Челси будет вынужден привлечь их большими деньгами, намного больше, чем 116 тысяч евро в неделю. А это повлечет за собой пересмотр структуры зарплат игроков. В грядущий четверг президент Барселоны Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку проведут деловую встречу, на которой обсудят текущее положение дел в команде, а также будущее главного тренера синегранатовых Хави на фоне не лучших последних результатов. Об этом сообщает Футбол Испана. По информации источника, руководители Барселоны будут обсуждать целесообразность нахождения Хави у руля каталонского клуба, а также подумают о том, кто бы мог его сменить на посту главного тренера команды. Также во встрече примет участие Алехандро Эчевария, являющийся правой рукой Деку. Бавария и Альфонсо Дэвис не могут согласовать новый контракт. Действующее соглашение защитника с мюнхенским клубом истекает летом 25-го. Стороны ведут переговоры о продлении договора, но ситуация остается сложной. Переговоры между Баварией и представителями Альфонсо Дэвиса продолжают оставаться сложными. Кристоф Фройнд ведет переговоры, а Дэвис требует от 10 до 13 миллионов евро по контракту, который будет действовать после 2025 года, сообщил Флориан Плеттенберг. По словам журналиста, Бавария не хочет платить защитнику запрашиваемую сумму, потому что в настоящее время клуб не совсем удовлетворен его выступлением за последние несколько недель или месяцев и его развитием. Если канадец не сможет улучшить свои показатели и не примет предложение о продлении контракта с меньшей зарплатой, он станет явным кандидатом на продажу следующим летом. В подписании игрока заинтересован мадридский Реал. Будущее Луиса Энрике в ПСЖ не будет зависеть от результатов в Лиге Чемпионов. Сегодня парижский клуб встретится с Боруссией в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов. Сейчас ПСЖ занимает второе место в группе F, опережая Ньюкасл и Милан на 2 балла. По информации L'Équipe, ПСЖ не уволит главного тренера в случае вылета из турнира. Люди из окружения владельца утверждают, что отныне клуб строится на долгосрочную перспективу и больше не реагирует на отдельные неудачи. Парижане хотят позволить Энрике реализовать свой проект. Его считают человеком, подходящим для работы в этом клубе и способным привить команде амбициозный характер. Руководство верит, что Энрике может выиграть ЛЧ в будущем. Донни Ван де Бек может покинуть Манчестер Юнайтед в ближайшее время. Айнтрахт лидирует в борьбе за подписание полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Немецкий клуб хочет взять игрока в аренду. Переговоры с манкунианцами продвигаются. В аренде голландца также заинтересована Жирона, но испанцы предлагают другие условия сделки. Ван де Бек перешел в МЮ из Аякса в 2020 году. Президент Анкарагюджу избил судью после матча чемпионата Турции. Главный арбитр встречи Халил Меллер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу. По окончании матча президент Фарук Каджа в сопровождении других людей выбежал в центр поля к стоявшим там арбитрам.
Пока кто-то пожимал судьям руки, Каджа кулаком ударил Меллера в лицо. Когда арбитр упал, ему нанесли несколько ударов ногами. В судейской комнате врачи оказали Меллеру первую помощь. Затем арбитр был доставлен в больницу. У него сильно заплыл левый глаз. Позже президент клуба заявил, что его цель состояла в том, чтобы словесно все высказать судье и плюнуть ему в лицо. Однако он ударил его по лицу. Челси готов рассмотреть продажу своего полузащитника Конора Галлахера в зимнее трансферное окно. Челси был открыт к продаже Галлахера еще минувшим летом, но так и не получил устраивающих предложений по своему воспитаннику, хотя контактировал с Тоттенхэмом и Вестхэмом. С тех пор Галлахер утвердился ключевым игроком команды Маурисио Почеттино. Несмотря на это, Челси по-прежнему готовы продать 23-летнего игрока. И на это есть две причины, сообщает Daily Mail. Во-первых, от действующего контракта Галлахера остается 18 месяцев. Челси не предлагал Конору новую сделку, а переговоры об этом практически не продвигаются. Во-вторых, у Челси существуют некоторые проблемы с соблюдением правил финансового фейрплей. И в руководстве синих считают, что имеет финансовый смысл продать Галлахера, особенно в свете потребности клуба потратиться на нападающего топ-уровня. Прошлым летом Челси просил за Галлахера 45 миллионов фунтов. После жеребьевки Кубка Франции стало известно, что в 1/32 финала ПСЖ сразится с командой Ревель, которая в настоящий момент играет в 6-м по силе футбольном чемпионате во Франции. Игра пройдет 7 января. Вот как футболисты Ревеля отреагировали на возможность сыграть со столь звездным соперником. К тому же игра станет для них домашней. Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались ПСВ и Арсенал, завершился со счетом 1-1. На 42-й минуте Эдин Кетиа в штрафной получил пас от Рейса Нельсона и точнейшим ударом направил мяч в правый нижний угол рикошетом от штанги. А на 50-й минуте Рикардо Пеппи покатил в штрафную на Йорбе Вертисена, который бильярдным ударом пробил в дальний угол и сравнял счет. ПСВ вышел в плей-офф со 2-го места, имея в своем активе 9 очков. Арсенал же закончил групповой этап с 13 очками на 1-м месте. А параллельно шел матч Ланс-Севилья, который завершился со счетом 2-1. Эта победа хозяев позволила Лансу занять 3-е место в группе, которая дает право выступить в весенней части Лиги Европы. А Севилья осталась на последнем месте группы Б и завершила выступление в Еврокубках. Манчестер Юнайтед проиграл Баварии 0-1 в 6-м туре группового этапа ЛЧ. Кингсли Коман забил единственный мяч на 70-й минуте. Английский клуб занял последнее место с 4 очками и вылетел из Еврокубков. А Бавария вышла из группы с 1-го места, набрав 16 баллов. Результаты остальных матчей у вас на экране.